Девочка по имени Танси выросла рядом с гориллами. Ее родители, зоологи, занимались исследованием поведения и жизненного пространства этих великолепных животных. Они жили в специальной обсерватории, где маленькая Танси проводила все свои детские годы. Гориллы были ее лучшими друзьями. Она играла с ними, наблюдала за их поведением, училась их языку и стала частью их семьи. Они воспитывали ее, охраняли и учили правилам выживания в дикой природе. Танси была одна из них. Однако спустя 12 лет родители Танси приняли решение выпустить горилл обратно в джунгли. Они верили, что эти животные должны жить в своем естественном среде, среди своих сородичей. Танси понимала, что это правильное решение, но ее сердце было разрывается на части от мысли о расставании с ее любимыми друзьями. В последний день, когда грузовики приехали забрать горилл, Танси стояла на веранде обсерватории и махала рукой своим друзьям, пока они исчезали из виду. Она чувствовала, что ее детство заканчивается и наступает новый этап в ее жизни. По прошествии нескольких месяцев, Танси приняла решение найти горилл в джунглях. Она хотела убедиться, что они благополучно адаптировались к своей дикой среде. Тан организовала экспедицию вместе с родителями и несколькими учеными, чтобы отследить горилл с помощью радиометок, которые были установлены им ранее. Группа бродила по густым джунглям в поисках следов горилл. Весьма трудно было идти по плотной растительности, но они не сдавались. Танси чувствовала, что она приближается к своей цели и не могла ждать, чтобы увидеть своих друзей снова. И, наконец, одним прекрасным днем Танси услышала знакомые звуки. Она подошла ближе и увидела группу горилл. Их вожаком оказался Бимс, один из ее старых друзей. Он вырос и стал могучим лидером своей группы. Танси не сдерживала своей радости и подбежала к ним. Гориллы узнали ее и радостно обняли. Они показали ей, какими сильными и независимыми они стали. Танси была горда за них. Она поняла, что их поступок – это самый лучший подарок, который они могли ей сделать. Они вернулись в свой дом, в дикую природу. Вернувшись в цивилизацию, Танси унесла с собой воспоминания о своей встрече с гориллами. Она поняла, что нельзя удерживать диких животных в заточении и что каждое создание заслуживает свободы и счастья. Танси решила посвятить свою жизнь защите дикой природы и сохранению живых существ. И теперь, каждый раз, когда Танси смотрела на небо и видела звезды, она вспоминала о своих друзьях-гориллах. Она знала, что они здесь, счастливы и свободны, и это давало ей надежду на лучшее будущее для всех живых существ. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.